Итак, снова с вами в эфире резервная студия ФБК. Мы постепенно завершаем эфир. Сегодня у нас смотрело прямой эфир в пике больше 140 тысяч человек. Все началось у нас эфир в 9 утра по московскому времени. Мы начали с Дальнего Востока. Неожиданно для всех Дальний Восток очень хорошо выступил, то есть вышло очень много людей на протесты. Были задержания, но протестующие дальше окружили ОВД и требовали отпустить задержанных. Аналогичная ситуация была в Самаре, где также вышло много людей, были задержания, и люди потом окружили ОВД и требовали отпустить задержанных, в том числе задержали руководителя штаба Навального в Самаре Екатерину Герасимову. Ее в итоге сейчас отпустили с протоколом и вызвали в дальнейшем в суд. В регионах задержали, по нашим оценкам, около 60, наверное, 70 человек в совокупности во всех регионах, кроме Санкт-Петербурга и Москвы. В Москве, по последней информации, задержано больше 600 человек. И в какой-то момент в основной студии сначала была включена пожарная сирена, но основная студия, соответственно, не прекращала трансляцию и не реагировала на это. Затем начали стучаться в дверь полицейские и пожарные, требовали открыть дверь, но основная студия не открывала. Когда первый раз открыли, полиция и пожарные, они зашли в основную студию вместе с собакой, проверили, нет ли нигде бомбы. Естественно, не нашли ее и в итоге ушли из офиса. И мы продолжили трансляцию. И уже во второй раз полиция, когда пришла, они первоначально отключили электричество, но мы продолжили трансляцию на резервных аккумуляторах. И когда они второй раз пришли, уже задержали всех, кто находился в основной студии, и доставили в ОВД Даниловский. При этом большинству задержанных была вменена статья 20.2 за нарушение правил проведения мероприятий. Леонида Волкова отвели в отдельную комнату и вот до сих пор держат отдельно от всех без адвоката. И, насколько мы знаем, ему вменяют 282 статью Уголовного кодекса за призыв к разжиганию ненависти, за экстремизм с использованием сети интернет. И также, насколько нам известно, при задержании в основной студии сотрудники полиции почему-то задавали вопрос, не согласована ли наша трансляция с властями, было ли согласование. По-видимому, они считают, что трансляции у нас в России требуют согласования с властями. Естественно, они такого не требуют. Ну а мы постепенно завершаем эфир. Спасибо всем, что вы были с нами. Записывайтесь волонтерами в компанию Навального. И деритесь за свое будущее, за свою Россию. Всем спасибо.